Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как эскизы превращаются в реальные объекты, и у нас будет техномилота, потому что делать мы это будем на примере создания экшн-фигурки вот такого малыша. Стоит, наверное, рассказать, что это вообще за робот такой. Придумали его ребята из Movie Magic Studios. Мы уже про них как-то рассказывали в связи со съемками экранизации романа «Кое-что за даром». Ну так вот, это их другой проект. Называется он «Настоящий герой». Немножко уже информации об этом проскакивало на нашем канале. Но сейчас, в связи с тем, что у нас начинается лето, начинаются фестивали, у ребят, насколько я знаю, скоро будет новый этап краудфандинга, они решили сделать экшн-фигурку по одному из своих персонажей. На данный момент, к сожалению, информации никакой другой у меня особо нету, потому что краудфандинг еще не начался. Но если на момент публикации ролика у меня уже будет эта информация, с ссылочками я все обязательно, разумеется, повешу. Искать знаете где. А на данный момент, если интересно, есть группа ВКонтакте. Она так и называется. Movie Magic Studios. Настоящий герой. И тут можно найти новости о том, что у ребят происходит и на какой это все дело стадии. Но давайте, наверное, уже переходить непосредственно к Тишке. Так зовут нашего сегодняшнего героя. У нас было два эскиза с видом спереди и видом сзади. Они достаточно подробные. А самое главное, они практически везде бьются с физикой, что на самом деле очень приятно. И по ним сразу видно и понятно, как выглядят отдельные элементы, ну и как это все в общем будет выглядеть в реальности. В качестве технологии изготовления выбрали 3D-печать. Соответственно, нам понадобилась 3D-моделька всего этого. Она выглядит следующим образом. Это техническая на самом деле модель, а не художественная. Но по ней заказчику можно понять, как это все в итоге будет выглядеть в реальности. Ну и, соответственно, с нее же уже в будущем и была произведена печать. Сейчас я вам поверну, вернее, поставлю рядышком эскиз и модельку. И можно будет посмотреть, что они достаточно похожи. На самом деле 3D-модельку предоставил нам заказчик. Ну, не эту, а другую. На мой взгляд, она не... Ну, у нее были некоторые недостатки в плане похожести, в плане копийности эскиза, нельзя, наверное, так сказать, похожести на эскиз. А самое главное, на мой взгляд, все-таки удобнее, когда человек, который рисует 3D-модельку, он же ее и готовит к печати. То есть он должен представлять себе, как это будет печататься, ну и как это все собираться будет вместе. Ну, то есть полностью провести этап разработки. В нашем случае, к сожалению, предоставленные материалы меня не очень устроили. И, по сути дела, всю модельку мне пришлось на основе той, которая была, перерисовать и привести уже к виду, который вы видели только что на экране. Вариантов, конечно, может быть несколько. Оптимальным я считаю тот, про который я вам только что рассказал, потому что, по сути, единственный его недостаток — это то, что вам придется заплатить за разработку модели. Вы, конечно, можете сами нарисовать модельку, или у вас есть знакомый, который ее нарисует, но в этом варианте есть огромный минус. Состоит он в том, что вам нужно проделать всю работу подготовительную по проектированию самостоятельно. То есть вам нужно точно представлять, из каких частей будет состоять ваша моделька, как она будет работать, если там что-то должно двигаться, например. И в идеале еще, как это все будет печататься, чтобы изначально рисовать так, чтобы модельку было удобно изготавливать. Иначе все может закончиться тем, что вы будете сбрасывать удачную, на ваш взгляд, модельку в сторону человека, который будет это печатать. Он будет вам говорить, что это напечатать невозможно, или это так не будет работать, и отправлять ее обратно.
И это еще будет неплохой вариант, если человек вам будет объяснять, что именно не работает. А он может просто вам сказать, что не работает. Потому что, по большому счету, он не обязан учить вас, как проектировать свою модельку. И есть совсем плохой вариант, когда этот человек ее распечатает и уже после этого сообщит вам об ошибках в вашей модели, если таковые будут. И, следовательно, все придется не только исправлять, но еще и перепечатывать. Выбор, конечно, за вами, но, на мой взгляд, лучше пусть профессионалы занимаются своим делом и берут на себя, несмотря на то, что это требует дополнительных вложений, но, по крайней мере, они берут на себя все риски по косякам в каком-то проектировании, вот на самом начальном этапе. Но это все теория. Давайте, наконец-то, к практике. Модельку мы видели. Давайте переместимся немножко в будущее и посмотрим, что же нам выплюнул принтер, собственно, по вот этой модельке. У нас не то чтобы канал по 3D-печати, вернее, совсем не канал по 3D-печати, поэтому перейдем сразу к готовым деталькам. Детальки сразу из-под принтера, еще не обработанные, просто часть уже я потестил и в кучу собрал. В общей сложности получилось, если я правильно помню, 40 печатных деталей. Это достаточно много, достаточно сложная у нас вещь. Ну и, соответственно, 40 деталей — это без учета всяких винтиков, шпунтиков, шпилек и прочих вещей. Единственная деталь, которая у нас печатается не FDM, если кому-то интересно, а смолой, это вот такой вот вентилятор, потому что он у нас размером 2,5 сантиметра, и на FDM это сделать достаточно сложно. Также у нас присутствует пару деталей, которые не печатались. Это вот такая выдвижная антенка, ее проще взять прямо настоящую, рабочую, опять же это в плюс пойдет модельке. Ну и светодиодик, его можно было бы, конечно, и напечатать, но зачем, когда он есть готовый, и он идеально подходит по размеру. И еще одна деталь, которая тоже реальная, это линза, она настоящая стеклянная. Тоже пустячок, а приятно, лучше, чем лить пластмасску. Как вы видите, у нас получилась голова уже у меня пресобрана. Здесь у нас наклеечка напечатана специальная. Ну, про мелочи я, наверное, уже расскажу, когда это все будет готовое. Поставил пока оську проверить, как работает. И собрал тестово одну из ног. Она имеет аж 4 степени подвижности. Не знаю, так зачем-то придумал автор. Но вообще достаточно было бы и 3. То есть она умеет у нас поворачиваться в сторону. Аж в 2 местах, вот здесь и здесь. И также умеет наклоняться и сгибаться. Еще раз повторюсь, детали еще не обработаны. В дальнейшем, разумеется, это все у нас, вся эта куча отправится на шкурение, грунт, еще раз шкурение, еще раз грунт. И так, пока мы не избавимся от всех недостатков. Как вы видите, они присутствуют. Не устану повторять, принтер у меня совершенно обычный китаец. Следовательно, без определенных недостатков не обойтись. На желтом, конечно же, их видно значительно слабже. Но тем не менее, шкурим, красим. Думаю, все прекрасно представляют, что это такое. И уже вернемся, я думаю, когда на всех детальках будет хотя бы базовый цвет. Все наши детали задуты в базовые цвета. И это последняя возможность взглянуть на них в разборе, потому что следующим этапом у нас будет сборка всего этого добра в кучу. Но смотреть я тут, думаю, в общем-то не на что. Детальки достаточно банальные, все в принципе интуитивно, думаю, понятно, как собирается. За исключением разве что вот этой детали, про которую я хотел бы рассказать. Это то ли колено, то ли голень. Но суть в том, что в нее вставляется вот эта деталь, которая у нас то ли ступня, то ли нога. Вставляется она следующим образом. Что же в ней интересного?
Если мы на нее посмотрим сбоку, несмотря на наличие декоративного винта, вторая ось, которая у нас должна располагаться вот здесь, и к ней должна присоединяться поворотно-наклонная часть. Эта ось у нас снаружи ничем не прикрыта. Соответственно, если мы не хотим видеть там какой-то винтик или жопку оси, нам нужно с этим что-то придумывать. Первое, что приходит в голову, это напечатать вот не одну из, печатать вертикально, винтик этот печатать отдельно и отдельно печатать крышку. То есть у нас будет база, соединяющая часть, две оси, крышка и болтик. И все это склеивается вместе, когда в него уже вставлены детали. 3 детали плюс склейка, неразъемное соединение, что не очень хорошо. Поэтому было принято решение использовать вместо такой техники, использовать соединение с шипом. Как вы видите, у нас вместо осей шипы, и они просто защелкиваются в пазы. В данном случае это не паз, а цельное отверстие, но сути дела это не меняет. И шипы еще интересны тем, что они имеют небольшой скос. Сейчас сфокусируемся, думаю, будет вот, наверное, здесь лучше видно. Сделано это сразу для двух вещей. Первое – это облегчение вставления одной детали в другую. И второе, в процессе печати, это избавляет нас от необходимости делать поддержки. Соответственно, печать без поддержек, и вместо 3 деталей мы имеем одну. При этом она прекрасно работает в тех условиях, в которых она, собственно, должна работать. Ну, на собранной модельке мы это уже увидим. И наверняка у вас уже возник вопрос. С черными-то деталями все понятно, а робот вроде желто-черный, и почему все детали покрашены серебрянкой? Это тоже, разумеется, неспроста. Я решил начать чуть раньше, чем планировал, а то и так у нас получается какой-то сюжет, как рисовать сову. И объяснить, зачем, в каком порядке что красим. Дело в том, что помимо основных цветов, желтого и черного, у нас на модельке должно быть еще состаривание. Делается состаривание разными способами, но мы использовать будем 2 для этой модельки, 2 разных способа. И один из них как раз требует серебристой подложки. То есть мы будем маскировать. Мы серебрянку замаскируем, потом покрасим все сверху желтым, потом маску снимем и получим в этих местах сколы краски. Как это все выглядит вживую, вы увидите чуть позже. А пока расскажу вам, какая еще вторая функция данной покраски серебряный цвет. Светлые тона красок, как правило, полупрозрачные. Есть, конечно, кроющие краски, но, как правило, все равно, чем светлее цвет, тем хуже он перекрашивает то, что под ним. И я даже вот дунул тут образец небольшой, и думаю, что вам прекрасно видно разницу. Справа у нас желтая краска на черном грунте без подложки, а слева более насыщенный и яркий цвет, это у нас на серебряной подложке краска лежит. Следовательно, серебрянка выполняет еще и дополнительную функцию. Она у нас забивает цемент грунта, так как серебрянка очень хорошо кроющая краска, и готовит у нас поверхность к нанесению меньшего количества слоев уже непосредственно желтой краски. Ну и на этом этапе, наверное, все. И буквально через секунду мы с вами увидимся, когда моделька будет уже собрана. Тишка собран. Я снял таймлапс по сборке, и если он получился, добавлю его в бонусную часть к этому видео. Нам не хватает еще одного этапа состаривания, а именно нанести грязь. В остальном все элементы уже на месте. Но про состаривание мы поговорим немножко попозже, а пока у нас есть возможность посмотреть на физику, вернее на механику, как это все дело у нас работает. У нас рабочий объектив. Если его повернуть, он у нас удлиняется. Ну и при этом меняется
соответственно, фокус, так как у нас настоящая стеклянная линза здесь стоит, по крайней мере, в прототипе, если не возникнет проблем с поставками запчастей, то также будет и в тиражном экземпляре. У него подвижные ушки, у него поворачивается голова, также голова у нас может наклоняться, все проводки подвижные. Есть прекрасная антенка, которая работает, потому что по факту это настоящая антенка. Вентилятор, кнопочки бутафорские. Также ручка вот эта также бутафорская. Светодиод, несмотря на то, что он настоящий, но подсветочку мы тут не делали. Он без электроники у нас. Снизу есть имитация индикатора заряда аккумулятора. Это, к сожалению, просто наклейка. Я изначально хотел делать сюда декаль, но потом посмотрел, как выглядит оригинальный индикатор заряда, и это просто глянцевая панелька, поэтому, в общем-то, наклеечка у нас подходит. На ножках у нас такие вот световозвращающие голубые штучки. Подразумевается, что это тоже какая-то подсветка. Сбоку тоже световозвращающаяся какая-то панелька типа массива индикаторного. Ну и ноги, которые у нас движутся по всем заложенным в него осям. То есть у нас две оси здесь, ось вот эта и вот эта. Движутся они в основном они умеют только складываться. Благодаря чему у нас тишка может переходить в режим котика и поджимать лапки под себя, опускать ушки, складывать антенку. И, в общем, вот такой вот котик получается. Сделано это из технических соображений. На самом деле с заказчиком это не оговаривалось. Мы изначально планировали ноги делать целиковые, клееные и оставлять только вот эту ось, которая двигает ноги вперед-назад. Но я посмотрел на процесс изготовления, ну не посмотрел, а вернее в процессе изготовления понял, что, в общем-то, сделать их подвижными не составит никакого труда. И на процесс изготовления это также не сильно влияет, поэтому решил все-таки оставить эти степени свободы. Но, к сожалению, он не умеет поднимать ноги вверх. Обусловлено это тем, что у нас все-таки модель крашеная, а не литая из цветного пластика. И, соответственно, слой краски, который находится между двумя трущимися деталями, он рано или поздно сотрется. Да и места тут нету, чтобы это все как-то подтягивать, обслуживать, затягивать. В результате ноги разболтаются, и элементарно у нас сядет моделька на брюхо, что будет совсем некрасиво. Поэтому в угоду тому, чтобы этого не произошло, ноги имеют крайнюю позицию, когда он стоит на некотором расстоянии от земли. Но при этом все равно можно какие-то ноги подогнуть, допустим, какие-то выпрямить. Опять же, на разное расстояние их поставить, немножко где-то приподнять. В общем, остается достаточная маневренность нашего тишки. Так все работает, а мне нужно еще немножко над ним посидеть. Как я уже сказал, сделать следующий этап состаривания. И для вас через пару секунд, для меня через несколько часов мы снова включимся и уже поговорим про состаривание. Ну и наконец-то наш тишка готов. На нем появилась грязь. Это помогло оформить сколы краски, а также второй вид состаривания, про который я обещал рассказать, а именно это имитация потертостей при помощи сухой кисти. Она у нас на всех черных частях присутствует. Именно использовал я ее здесь как
имитацию потертостей, потому что вы наверняка видели какие-нибудь светильники или прочие достаточно большие предметы, на которых таким образом пытаются имитировать патину или какие-то царапины, повреждения. Но, на мой взгляд, это хоть и одно из самых простых, но не очень хороших решений именно для имитации каких-то сколов краски. Потому как на миниатюрах такой способ, в общем-то, смотрится нормально, а на крупных и средних предметах, а тишка у нас достаточно крупный товарищ, он где-то 20 на 20 и на 15 по ушам сантиметров, естественно. На таких предметах уже недостаточно именно просто мазков сухой кисти, максимум это тянет на потертости. Лучше использовать маскирование. Тогда у нас образуется прямо естественная разница в толщине, и это становится действительно похоже на облупившуюся, ободранную какую-то краску. А если еще это все подчеркнуть и подбить грязью, которая под нее забивается, они становятся еще более выраженными. Способов маскирования существует множество. Это вообще тема для отдельного разговора, поэтому сейчас я уж не буду уточнять, как именно маскирование производилось в данном случае. Но результат вы видите на своем экране. Такой у нас вот получился зверь. Я очень надеюсь, что заказчику он понравится, по крайней мере, по функционалу и по габаритам, скажем так, он получился даже больше, чем он заказывал, имеется в виду заказчик. Ну, а я, наверное, уже буду с вами прощаться, потому как работа завершена. Вам еще стоит посмотреть таймлапс, который будет в бонусной части. Пока-пока. У нас незапланированное бонусное включение. За окном уже солнце встало. И нехило так раздражает, а мне еще домой педалировать. Но сегодня день застройки Эпикона, а поэтому нужно было закончить одно дело. А именно, у нас здесь снова тишка. Только на этот раз уже такого весьма немаленького размера, потому что это полностью рабочий прототип. Робот, он умеет ходить, крутить ушами, махать антенкой. В общем, в таком или похожем виде он будет уже использоваться на съемках. Но приехал он просто распечатанный из белого пластика. И для фестиваля его необходимо было хоть как-то покрасить. Вряд ли это финальный покрас для съемок, потому как он делался на скорую руку. Но, в общем, продемонстрировать модельку так, наверное, все-таки будет лучше, нежели бы она была просто белая. Как этот робот работает и бегает, я думаю, что я уже снимать не буду. Об этом либо сейчас у вас на экранчике будет кусочек из видео, он будет бегать. А также пройдите, пожалуйста, по ссылочке, она также будет в описании, на ролик человека, который делал этого робота. Он подробнее в своем ролике описал, как он устроен, и заодно продемонстрировал его работу. Ну, а я пойду посплю. Счастливо.